Доброго всем! Мы вновь и вновь возвращаемся к теме неудачных ремонтов, к теме, о которой мы часто рассказываем. В этом ролике вновь пойдет речь о том, как можно запросто попасть на неудачный ремонт, как можно запросто попасть к мотористу, который испортит головку, сделав неверно свою работу. И как впоследствии, пытаясь исправить данные ошибки, можно попасть еще более на крутой ремонт, точнее безрукий, безголовый ремонт. Причем за такой косячный ремонт люди возьмут сумасшедшие деньги, сделают вид, что все нормально, и по итогу новую головку просто превратят в металлолом. В данном видео вы увидите, что новую, по сути абсолютно новую головку, которой нет еще и года, которая отработала всего лишь там несколько месяцев, хозяину автомобиля придется просто-напросто выбросить на свалку. Шок и недоумение. Я думал, что после наваренных толкателей Nissan X-Trail, кстати, кто не видел это уматовое видео, смотрите его, перейдя по ссылке, появившейся вверху, или по ссылке, которую я оставлю в описании под видео. Так вот, я в очередной раз решил, что удивить меня уже попросту ничем нельзя. А оказывается, в очередной раз я убеждаюсь, что есть меня чем удивить вновь. Итак, обо всем по порядку. Вот эта головка блока цилиндров Mercedes 2.7 CDI. У этих головок, а также у головок Mercedes 2.2 CDI есть известная проблема. Во время обтяжки форсунок прижимным болтом форсунки зачастую мотористы продавливают дно в головке и выходят в рубашку охлаждения. Точнее, как правило, проламывают мусором, который попадает под болт. Когда такое случается, из этого крепления форсунки в пространство подклапанной крышки попадает что? Правильно, антифриз. И здесь идет образование эмульсии. Поэтому данную проблему нужно устранять. Как мы ее устраняем, мы как-то показывали в одном из видео. Более подробно о том ремонте смотрите опять-таки ссылка вверху. И она опять-таки будет внизу в описании. Если брать вкратце, то мы ставим в проблемное место так называемую футорку. То есть мы рассверливаем отверстие в глубине старой резьбы, ставим туда глухую футорку и все, дешево и сердито, и вся проблема решена. Но, ребята, только не у истинных мастеров, которые не ищут, как говорят, легких путей. И есть у нас постоянный клиент, точнее, чего греха таить, очаровательная, симпатичная клиентка. И вот у нее есть несколько мерседесов, и она является перевозчиком, и на этом мерседесе стоит тот самый двигатель с головкой Mercedes 2.7 CDI. Как известно, эти головки ходят и выхаживают не очень-то хорошо, ремонтируются слабо, поэтому за ними нужен хороший такой добротный присмотр. В очередной раз нашей девушке пришлось прикупить новую головку. Новую головку, пустую. Стоимость такой головки составила 120 тысяч рублей. Пустой, подчеркну, головки. Привозит она эту головку к нам, наш мастер из старых, но нормальных пригодных запчастей, пружины, клапаны, тарелочки, сухарики, собирает данную головку в кучу и передает клиентке. Ну а дальше начинается жесть. Моторист, у которого она монтировала головку, поставил форсунки, обжал их и перестарался. Сразу никто ничего не обнаружил, и авто погнало в рейс. Причем автобус ходит за границу, и где-то там у него начинаются проблемы. По вполне понятным причинам. Притаскивают авто домой, начинают разбираться, выявляют проблемы. Не знаю почему, но водители поехали в иную мастерскую, а не наш в цех. По каким-то причинам мне это неведомо. Возможно, наши услуги для них являются дорогими или еще по каким-то другим соображениям. Может, каким-то знакомым. Ответить мне четко на мой вопрос так и не смогли. Может, повелись на то, что к тем СТОшникам привезли в ремонт какие-то другие узлы, а заодно и спросили о ремонте головок. И как вы думаете, что им ответили? Как мне рассказали водители, таки да, те в ответ заявили, что, мол, мы специализируемся на ремонте ГБЦ и вообще мы мастера высшего пилотажа по их ремонту. А теперь, дыдынь, это вот та самая новая головка. Как палочка-выручалочка, ГБЦ привезли к нам. Ребятки, слезно просит наша очаровашка, сделайте ей ремонт. Что мы здесь видим пока что визуально? Вы видите? Вы не верите своим глазам? Таки да, вы правильно подумали. Проблему эти мастера решили выполнить при помощи заварки. Шок. Представьте, разрезать канал вдоль, проварить этот канал на всю высоту и по всей глубине.
а потом нарезать резьбу. О, сколько же было взято за эту работу с золотом и деньгами, вы сами понимаете. И еще один момент. Причем ведь недаром эту резьбу ставят в глубине и ставят на длинный болт. Причина этого проста. Короткий болт с резьбой в начале очень запросто тянется и вырывает резьбу с корнем. Поверьте, это опыт годами. И как бы мы ни ругали проектировщиков, инженеров, они все же делают расчеты не зря. Конечно, они люди и могут допускать какие-то ошибки. Только не в этой ситуации. И все бы было ничего, если бы не. Головка, что называется, окончила свой путь. Причина банальна. Тупой перегрев головки сваркой. Кидаем в опрессовку, и что мы видим по результату? В этой адской ванне она закипает, воздух фонтанирует на малых величинах давления. В последнем цилиндре оторвал опорную часть форсунки от плиты плоскости головки. А здесь пошла трещина по постели, ребята, от одной втулки через слабое место пробку на другую, причем зигзагами вокруг шахты. А вот чем еще может порадовать головка, неизвестно. Ведь мы не можем на данный момент создать нормального давления в головке. Все давление выходит через данные трещины. Чтобы увидеть эти возможные проблемы, нужно создать в головке давление. И я думаю, что если мы создадим это давление, то возможные другие проблемы мы увидим. И я думаю, их есть у нее в достатке. Ребятки, не жалейте денег, не экономьте на ремонте, ведь народная мудрость, как известно, гласит: скупой платит блин дважды, а то и трижды. Не едьте к непроверенным мастерам, не доверяйте неизвестным мотористам с косыми руками. Ну сколько об этом можно уже говорить? А вы что думаете об этой всей ситуации? Пишите, а я пойду и накапаю себе. Нет, не подумайте, налью кваску, уж очень-то жарко нынче у нас. А на этом все, господа. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок, ребятки.